Всем привет-привет! Сегодня хочу вам рассказать об очень простом узоре спицами, который красиво оформляет переход между резинкой и основным полотном, и также очень красиво и нежно смотрится, если связать его в высоту несколько раппортов. Несмотря на то, что резиночки связано совсем небольшое количество рядов, благодаря такому узорчику она не подгибается, ровненько лежит, аккуратно. Такой переход очень красиво смотрится в вязаных юбочках, вязаных топах или в жакетах, которые вяжутся из тонкой пряжи. Я вязала топ, то есть я низ украсила таким узором и сделала вот такой узор с постепенным увеличением раппортов на спинке. Посмотрите, как аккуратно, красиво смотрится. Количество петель для этого узора должно быть кратно 8, плюс еще одна петля и плюс 2 кромочные. То есть мы набрали такое количество петель, связали резинку и теперь переходим к вязанию данного узора. Резинка должна начинаться с лицевой петли. Кромочную я снимаю и приступаю к вязанию раппорта узора. Выполняю одну лицевую, накид, 2 лицевые. Следующие 3 петли будем вязать вместе с центральной петлей. То есть я 2 петельки снимаю со спицы и меняю их местами. Сначала надела изнаночную, затем лицевую. И теперь провязываем 3 петли вместе за заднюю стену. Затем 2 лицевые. Обращайте внимание, что когда изнаночную вяжем лицевой, я ее подхватываю за переднюю стенку, чтобы петли не получились перекрещенными при провязывании. И выполняю накид. На этом раппорт узора заканчивается. Дальше мы начинаем повторять необходимое количество раппортов. То есть вновь лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе. Две лицевые, накид, еще один раппорт я связала. И в конце ряда вяжем просто одну лицевую. И у меня еще кромочная. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем весь изнаночными петлями. Накид тоже я провязываю изнаночной. Я провязала второй ряд изнаночными петлями. Приступаем к вязанию третьего ряда. Кромочную снимаем. Начинаем вязание раппорта. Выполняем 2 лицевые, накид, лицевая. Следующие 3 петли вяжем вместе с центральной петлей. Опять же, первую и вторую петлю я меняю местами. И провязываю их 3 вместе за заднюю стенку. Одна лицевая, накид, 1 лицевая. На этом раппорт узора заканчивается. И дальше мы начинаем повторять. То есть вновь вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, затем 3 вместе с центральной, лицевая, накид, лицевая. И так повторяем необходимое количество раппортов. И в конце ряда остается 1 лицевая и кромочная петля. Разворачиваем вязание. Следующий ряд вяжем весь изнаночными петлями. Я закончила ряд из изнаночных петель. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Кромочную снимаем. Начинаем вязать раппорт. 3 лицевые. Накид,
Затем 3 вместе лицевой с центральной петлей. Также меняем первую и вторую петлю местами и вяжем их 3 вместе за заднюю стенку. Накид, 2 лицевые. Раппорт узора готов. Дальше повторяем. Опять 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с центральной петлей, накид, 2 лицевые. И остается в конце ряда 1 лицевая петля и кромочная. И теперь приступаем к вязанию 6-го ряда. Он состоит весь из изнаночных петель. Я провязала 6-й ряд, то есть раппорт узора в высоту готов. Дальше мы переходим просто на лицевую гладь, или можно провязать еще 1 ряд таких же зубцов. Для этого необходимо повторять узор просто с 1 по 6 ряды. У меня на этом все. Если вам понравилось такое решение и такой простой ажурный узор, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видеоуроки. У меня на этом все. Всем пока-пока!